Добрый день, зрители канала Атака Медиа. Мы с вами снова в шоуруме компании Атака и продолжаем разговор о трансформации боевого нагрудника и передней панели от бронежилета Архангел Evolution и дальнейшей трансформации. Вы уже посмотрели целую череду этих роликов, как мы получали боевой нагрудник, как мы получали честрик, как мы получили набедренную платформу из этого же комплекта. Но все равно возникает ситуация, когда даже в таком комплекте, когда вы с рюкзаком, с боевым нагрудником, со всеми делами, рано или поздно все равно круг замыкается. И заказчики приходят и говорят: ребята, все это классно, а как же ж броневая защита? Вы как бы вот все вот эти нагрудники, все эти панели, все это классно, но нужна броня для того, чтобы держать осколки, пистолетные пули, там, автоматные пули, 5-10. И в принципе общая тенденция снижения веса снаряжения привела к тому, что в большинстве зарубежных компаний появились так называемые облегченные плитоноски, лазер минус технологии, молли минус, когда там уже вместо молли ремней режутся какие-то там прорези для того, чтобы облегчить снаряжение и так далее. Компания Атака пошла другим путем. Мы не стали выдумывать какие-то там сверхоблегченные конструкции, мы не стали выдумывать сверх там какие-то облегченные плитоноски и так далее. Мы исходим из того, что боец должен и может использовать то, что у него есть под рукой, то, что у него есть в одном комплекте, то, что входит в базовую систему, которая уже у него куплена. Мы с вами отталкивались от стандартной плитоноски, мы с вами отталкивались от стандартного пояса РПС, использовали подтяжки от РПС, стыковали с нагрудной панелью и так далее, и так далее. Вы видели, как это все происходило, и мы не докупали какие-то сверхновые и какие-то сверх там дорогие штуки, вырезанные на лазере и там 5-10. Но возвращаясь к броне, то есть мы начинали с того, что плита бронежилета Архангел у нас располагалась внутри самого чехла. Потом этот чехол по каким-то обстоятельствам у нас пропал, испортился, сгорел, там 5-10. Либо бывает ситуация, когда у вас с собой нет плитоноски, но по каким-то стечению обстоятельств у вас есть с собой бронеплиты. Либо бывает ситуация, когда вы посмотрели все наши ролики и пришли к выводу, что смотрим трансформацию, как это может быть дальше. И что сделала компания Атака? Большинство бронеплит современных, они имеют размер 25 на 30 сантиметров. И, соответственно, ширина вот этих всех панелей, она появилась благодаря ширине бронеплиты. То есть вот эта часть панели, она одинаковая и у бронеплиты, и у нагрудника. Вот у этой части, у этой передней панели такая же ширина, потому что это конструктивный размер, который задавался габаритом бронеплиты. Соответственно, для того, чтобы ваш нагрудник превратить в броненагрудник, вам надо каким-то элементом закрепить плиту, закрепить внутри боевого нагрудника и защитить ваши жизненно важные органы. И чтобы не выдумывать какой-то там велосипед и не возвращать как-то там сложно стыковать плитоноску с вашим нагрудником, компания Атака пошла самым простым путем и самым интересным. Более того, этим путем не ходил никогда и никто. Во всяком случае, я таких еще ни фирм, ни публикаций еще не видел. Когда стандартная бронеплита, стенделон, которая выдерживает пистолетные пули, осколки, автоматные пули, она обклеивается с лицевой стороны и с обратной стороны обклеивается мягкой липучкой. И для чего это надо, я вам сейчас покажу. Что мы делаем? Мы снимаем рюкзак. Размер рюкзака такой же, как бронеплита. И модель однодневных рюкзаков сопоставим по размеру с бронеплитой. Поэтому одну из бронеплит мы помещаем в рюкзак, в отделение для гидрационной фляги или в заднее отделение, для того, чтобы одна из этих плит легла у вас на спину. Дальше мы снимаем боевой нагрудник. Отсоединяем от него элементы. Снимаем плечевые панельки, ремешки, которые входили в состав ССТК. И теперь снимаем заднюю заглушку. Она нам тоже не понадобится. А на ее место мы кладем бронеплиту. Которая за счет липучки отлично соединилась с
с этой панелью. И наша задача теперь это все соединить, обратно одеть на тело. В данном случае мы можем использовать либо те же лямки комплекта ССТК, и у нас получится броненагрудник. А если соединим непосредственно с рюкзаком, и в заднее отделение рюкзака можем поместить вторую плиту при необходимости. Мы с вами получим подобие плитоноски. Когда мы имеем нагрудную плиту, в рюкзаке можем иметь вторую плиту. А переднюю поверхность даже использовать для таких вот штучек, как маленькие шильдики, нашивочки, идентификаторы. То есть все те же самые условия, как при работе с плитоноской, без ее чехла, мы получили, адаптируя комплекты, стыкуя их между собой. Мы отталкивались от первоначального элемента плитоноски Архангел и получили максимально упрощенный, максимально легкий вариант подобия плитоноски, в котором есть бронеплита, в котором у нас есть подсумки с боекомплектом, у нас есть рюкзак еще с одной бронеплитой, если таковая нужда. Там запас продуктов, и может быть аптека, может быть какая-то вода, там перекус и так далее, и так далее. Вот такую интересную идею позволяет воплотить, помимо всех трансформаций, позволяет воплотить элементы комплекта жилета Архангел и комплекта ССТК. Также это вот с ними стыкуются однодневные рюкзаки серии Рекрут, серии Кадет, и другие маленькие модули, как Кадет М, как... Забыл, как называется, но это как бы пройдет. Склероз он такой, он пройдет. Вот, в любом случае, я думаю, было интересно. Мы показали вам, как это все работает. Если у вас возникли какие-то интересные подсказки, идеи, комментируем, как обычно, под роликом. Ну, а в следующих роликах мы уже переходим непосредственно к другим темам. А считаю этот вопрос полностью закрытым. Считаю, что мы вам рассказали, показали все, что хотели рассказать и показать. Если у нас возникнут какие-то дополнительные идеи, у вас какие-то дополнительные мысли, то мы, безусловно, снимем еще один ролик и коснемся тех новых тем, которые вы нам предложите. На сегодня все. С вами была компания Атака. Меня зовут Михаил. До новых встреч. До свидания. Area music.